Многие удивятся, но выборы все еще существуют. 10 сентября они пройдут в 40 регионах, в том числе в Екатеринбурге, в Омской области, в Хабаровске, в Красноярске, в Ярославской и Архангельской областях, в Хакасии и Якутии. Таким образом, нам надо определиться с отношением к этим выборам, и я позволю себе внести предложение. Начиная с 2011-го, именно предложенные нами тактики голосования признавались наиболее эффективными, хотя каждый раз их приходилось отстаивать в ожесточенных дискуссиях. В авторитарной стране, которой является Россия, сам по себе факт получения большого количества голосов совсем не гарантирует ни успеха, ни победы, что мы, в общем-то, и наблюдаем, учитывая, где я пишу этот пост. Поэтому мы расцениваем участие в выборах как важнейший, но далеко не единственный элемент политической борьбы. Фразу «власть в России сменится не в результате выборов» повторили все много раз, но впервые произнес ее я в 2011 году. Однако это совсем не отменяет важности правильной предвыборной тактики. Главное, что надо понять и запомнить, это лежит в основе каждой нашей выборной стратегии. Все выборы различаются. Надо принимать решения, исходя из ситуации. Универсальных правил нет. Мы должны адаптироваться, отвечая на новые трюки и изобретения власти. Ведь посмотрите, с первого года президентства Путина правила меняются в каждом выборном цикле, чтобы наша ранее эффективная стратегия не сработала. И мы будем идиотами, если продолжим делать одно и то же, а не менять стратегию в зависимости от новых правил. В 2011 году наша кампания «Голосуй за любую партию, кроме Единой России» нанесла поражение партии власти. Они получили менее 50% голосов и для того, чтобы не потерять большинство в Государственной Думе, пошли на совершенно открытые фальсификации в Москве, что привело к широкому протестному движению впервые с перестроечных времен и к формированию оппозиции нового типа. В 2013 году мы впервые в истории России провели избирательную кампанию на выборах мэра Москвы, опираясь на волонтеров и активистов, и добились высокого результата без олигархических денег и административного ресурса. И вновь от второго тура и невероятного поражения единоросса Собянина спасла только фальсификация. В 2015 году мы обратили всеобщее внимание на региональные выборы, которые до этого столичной оппозицией игнорировались. Однако тут уже власть, поняв, что мы и в регионах ее потреплем, не пустила на выборы людей из наших списков, несмотря на протесты и голодовки. Самой успешной стратегией стало умное голосование, впервые использованное в 2019 году. До этого в России существовало железное политическое правило: оппозиционный кандидат не может выиграть в одномандатном округе. Для этого надо получить не менее 35-40% голосов, а это невозможно без помощи губернатора или мэра. Однако в 2019 году мы просто с первой попытки разгромили в Москве и Собянина, и Путина, и Единую Россию. Несмотря на то, что почти никого из независимых команд кандидатов на выборы не пустили, умное голосование, поддержавшее сильнейших кандидатов от системной оппозиции, выиграло тогда вместе с ними 24 округа из 45, лишив Единую Россию большинства в столичном парламенте. Как обычно, власть спасли фальсификации. Мэрия Москвы украла 4 мандата и сохранила свое большинство. Но все же в столичный парламент прошло рекордное количество реально оппозиционных кандидатов. Поняв, что выиграть у нас с вами в крупных городах они уже не смогут, в ответ на умное голосование власти изобрели дистанционное электронное голосование – ДЭГ. Это система, которая просто рисует нужным кандидатам несуществующие голоса, и проверить это никак нельзя. Наблюдают за системой сами организаторы фальсификаций. Несмотря на это, умное голосование отлично себя показало и на региональных выборах 2020 года. Меня тогда и отравили, пытаясь убить в Томске, куда я приехал, чтобы поддержать независимых кандидатов в городскую думу. Они, кстати, в итоге стали депутатами, о чем я узнал уже лежа в больнице. По одномандатным округам кандидаты умного голосования победили в Томске в 19 округах из 27. И даже на последних, уже военного времени выборах в сентябре 2022 года, на выборах депутатов муниципальных советов Москвы, в соответствии с рекомендациями умного голосования, которое поддерживало только антивоенных кандидатов, проголосовало более 400 тысяч избирателей из 700 тысяч, пришедших физически на избирательные участки. Опять пришлось воровать мандаты с помощью ДЭГа. Якобы в электронном виде голоса отдали 1,7 миллионов избирателей. И все равно 63 кандидата, поддержанных нами, получили депутатские мандаты. И вот перед нами вопрос о том, как вести себя на выборах 2023. С 2011 года мы постоянно боремся с двумя типами дуриков. Первые кричат, что все выборы — это плохо, это работа на Путина, выборы ничего не решают и все надо бойкотировать. Вторые — такие же дурики, но в противоположной крайности. Эти мчатся участвовать во всем, что власть назвала голосованием, даже если оно таковым совсем не является. Этим хоть на пчелиный улей, пенек или на деревянный туалет повесить табличку «Выборы», они сразу выстроятся в очередь.
А каждые выборы или выборы надо анализировать, чтобы понять, чего мы можем добиться. Мы ослабим власть или усилим ее, участвуя в выборах? Есть ли тут возможности хоть для какого-то контроля? Есть ли возможность для агитации? Чего от нас ждут? В чем подвох? А он всегда есть. Исходя из этого, надо где-то голосовать и агитировать изо всех сил. Где-то просто наблюдать, где-то игнорировать, где-то вести кампанию забастовки и активного бойкота. В чем особенность выборов 2023? Первое. Наша лучшая стратегия – умное голосование на них неприменимо. По крайней мере, в прежнем виде. Объясняю. Ситуация первая. Есть отличный кандидат. Умное голосование поддерживает его. Его моментально не просто снимают с выборов, а сажают. Ситуация вторая. Есть просто кандидат не единорос, который может победить с помощью умного голосования. Мы поддерживаем его. Кандидата моментально везут на фронт, где он фотографируется, обвешанный автоматами, гранатами и отрезанными головами. После этого мы с вами занимаемся не выборами и агитацией, мы отбиваем в Твиттере истерики о том, что умное голосование поддерживает людоедов. Сама власть истерики и инициирует, через твердых собянинцев в том числе. Второе. Уровень фальсификации, в том числе через электронное голосование, так высок, а наблюдение так ограничено, что в этих выборах почти не осталось выборов. Сразу оговорюсь, не везде. Где-то можно и нужно участвовать. Где-то мы и умное голосование применим втихаря, насколько это возможно. Но в целом с возможностью защитить результат все не очень. Третье. Снова, все выборы разные. Например, выборы в Хакасии, где даже дебаты проходят между губернатором-коммунистом и соперничающим с ним единороссом, присланным из Москвы, интересны и конкурентны. Или выборы в Гордуму Екатеринбурга, где воюют между собой мэр города и губернатор области. А выборы Москвы 2023 устроены так, что как ни проголосуй, проголосуешь за Путина. Либо за Собянина, либо за путинское крыло КПРФ, представленное Зюгановым внуком. Если пытаться устраивать протестное голосование в Москве, то вот заранее подготовлен канал для такого протеста. Зюганов внук. Кампанию не ведет, власть хвалит, делает, что велят. Протестное голосование может немного добавить ему голосов, но это полная калька кремлевской тактики Собчак на выборах президента 2018. Ах, у нас есть оппозиция. Ну так вот тебе оппозиция, кандидат. Давай, агитируй за него, а мы потом посмеемся над результатами. Ну и интерес к московским выборам соответствующий. Это третья по важности избирательная кампания в России. А я уверен, что большинство из вас не знает кандидатов, кроме Собянина и Зюганова. Так можно ли чего-то добиться на выборах 2023? Я считаю, что можно. Просто наши цели возвращаются к самым базовым. Первое. Мы, оппозиционные избиратели, должны сохранить привычку и правила ходить на выборы. Рано или поздно в России они пройдут относительно свободно. Мы должны на них победить. Этого не получится, если мы убедим себя, что выборы не имеют смысла и значения, и привыкнем на них не ходить. Второе. Надо поддерживать желание людей баллотироваться. Немало хороших кандидатов в регионах. Есть прямо отличные. Просто лично я нахожусь в ситуации, когда мне лучше их фамилии не называть. Но в любом случае им нужны будут наши голоса и поддержка. И точно не нужно нытье о том, что все бесполезно. Третье. Крайне важно сохранить остатки инфраструктуры наблюдения. Как я сказал, рано или поздно в России пройдут относительно свободные выборы, но и на этих выборах у нас вновь попытаются украсть голоса. Нам нужны будут опытные наблюдатели. Наконец-то перехожу к тому, что делать. Я считаю, что в нынешней ситуации нам надо сделать шаг назад и вернуться к стратегии голосования за любого кандидата против Единой России. Идите на выборы с целью нанести максимально возможный урон партии власти и ее кандидатам. Резюме. Первое. 10 сентября надо идти на участки и голосовать. Второе. Выберите в бюллетене кандидата, который не является членом Единой России, и голосуйте за него. Хорошие кандидаты есть и много. Третье. Те, кто участвует в выборах как независимые кандидаты, молодцы, и их стоит поддерживать. Четвертое. Умное голосование мы делать будем, но точечно и не публично. Пятое. Обязательно стоит участвовать в наблюдении за выборами. Для этого использовать любые возможности. Наблюдательские организации существуют до сих пор, и многие толково работают. Шестое. Выборы мэра Москвы 2023 значения не имеют. Они фиктивны. Можно проголосовать ради любопытства, сходив на участок, можно проигнорировать. Они не стоят того, чтобы их вообще обсуждать. Седьмое. Тактика по президентским выборам в марте 2024 года может быть определена только после того, как будет ясен общий расклад с правилами, кандидатами и наблюдением. Стратегически мы считаем умное голосование и его участников главным достоянием и лучшей возможностью оппозиции. Но ключевое слово здесь «умное». Оценив новые обстоятельства, войну и политическую ситуацию, мы должны поступить умно и сделать шаг назад, голосуя за любого кандидата и за любую партию против Единой России.